привет! Меня зовут Юлия Гендина, и вы находитесь на канале, который посвящен интерьерному вязанию. В этом видео мы снова поговорим про пряжу, но на этот раз про базовые цвета для интерьерного вязания и их сочетания, которые гармонично лягут в любой интерьер. Я покажу вам клубки, которые у меня всегда. Может показаться, что довольно одинаковые цвета. На самом деле это не так. Давайте разберем сначала светлые оттенки. Начнем совсем с белых, бежевых и приближенных к ним. Я всегда говорю, что если вы выбираете светлые оттенки, то не берите ярко-белый. Что такое ярко-белый? Ну вот я вам для примера взяла вот классический белый, он прям бьет в глаз. И вот для сравнения другой светлый оттенок. Видите, какой контраст? Эти два цвета вообще действительно можно использовать даже в мозаике крючком, потому что рисунок будет виден. Чем они отличаются? Ну, базово именно вот этой насыщенностью оттенка. Это бьющий белый, классический. Это, ну, такой, скажем так, рустикальный, натуральный, грязный белый. Зачем он нужен? Он нужен как раз, чтобы в рисунке сгладить вот эту яркость. И чтобы получить светлый фон или светлый рисунок на темном фоне, но чтобы он не перетягивал на себя лишнего внимания и чтобы выглядел более органично, более мягко. Поэтому при выборе очень ярко-белого и его оттенка выбирайте всегда оттенок. Не обязательно такой грязный и натуральный. Вот классический молочный цвет. Опять же, почувствуйте разницу. Вот он же, но у другого производителя. Возможно, на камере не так будет видно, но этот цвет чуть поискусственней, этот чуть понатуральнее, здесь крутка лучше. Но опять же, вот, да, видна разница. Это вот молочные два цвета, это классический белый. Может быть еще такой вот вариант. Это уже ближе к кофе с молоком, но тоже он у меня проходит в ранге светлых оттенков. Я всегда, если вижу вот такие вот ненатуральные белые цвета, ну, точнее, более натуральные, чем классический белый, с какой-то примесью легкой, я всегда их беру, потому что пригодятся, потому что в любом сочетании они дадут как раз очень мягкий такой светлый эффект. Поэтому ярко-белый лучше не брать, только если вам не нужно для чего-то, действительно, для какого-то очень яркого контраста. Я потом на примерах вам покажу работу именно такого яркого белого цвета. Идем дальше. Вторая базовая линейка – это, конечно, серые цвета и разнообразные оттенки. Ну, если смотреть на серый, я предпочитаю обычно вот такой, это светло-серый. Но, конечно, всегда беру еще темный оттенок. Конкретно этот не очень хороший в моем арсенале, мне нужно докупить, потому что здесь крутка мне не очень нравится и слишком тонкая для меня нить. Вот эта вот была линейка очень хорошая, и с круткой, и с цветами. Обычно у меня есть светло-серый и вот такой вот темно-серый, ближе к графиту. Тоже идеально для очень многих цветовых сочетаний, мы их сейчас скоро уже посмотрим. Ну и, конечно, есть более натуральные, рустикальные. Да, вот такие вот, это чуть меланжевый серый, он потемнее, чем вот этот, такой более, получается, естественный оттенок. Бывает уже серый, уходящий больше в коричневый, это еще не совсем коричневый, но в ту сторону. Вот такой у меня еще есть серый, как раз более графитный, но в данном случае нить просто толще, и она пухлее сама по себе, пушистей. Вот, но всегда тоже темно-серый у меня есть. Так, что еще у меня в базовых сочетаниях? Конечно, у меня всегда есть черный. В данном случае мне нужно его докупить. Вчера как раз перебирала мотки, у меня всего один, и вот такой вот толстый, довольно толстая нить. Я думаю, даже 200 на 100. А надо будет еще докупить какой-нибудь потоньше. Черным, конечно, нужно быть аккуратным. И если вы новичок в вязании, то понятно, что черным будет вязать сложновато. Петли плохо видно. Но, конечно, в узорах я часто использую черный цвет, если не как основной или не как фоновый, то как отделочный. Бордюры им очень красиво вязать, какие-то очерчивающие линии. Поэтому черный, конечно, в арсенале нужно иметь. Обязательно у меня всегда есть коричневые оттенки. Ну, в данном случае вот такой, это дундага, она немножко с примесью, но чуть-чуть. С примесью вот там видного, вот здесь вот, может, это не сильно видно. Но хороший коричневый, конечно, тоже всегда очень полезен. Посмотрим потом на сочетаниях. Очень красивый, дает мягкий, спокойный оттенок. Так, это классическая у меня получилась четверка. Светлые оттенки, серые, черные, коричневые. Вот они всегда должны быть, потому что они друг с другом сразу образуют очень понятные сочетания и добавляют к другим цветам. Сейчас мы по сочетаниям дойдем, когда я вам расскажу про все цвета.
Из зеленых оттенков у меня всегда есть темно-зеленый. Ну, это не совсем болотный, это просто такой вот серо-бурмалиновый. В общем, темно-зеленый. Он не ярко-зеленый, он не травяной, он именно темно-зеленый. Вот такой вот. Редко можно встретить, но если видите, берите. И всегда стараюсь иметь травяной. Вот у меня такая большая здесь бобинка. Травяной, такой натуральный, не искусственный, не флюоресцентный, а именно такой ближе вот к натуральному растюкальному. Из зеленых все. Обычно у меня только такие оттенки. Из желтых я всегда беру горчицу. Горчица бывает разная, найти ее хорошую тоже сложно. Вот вам для сравнения два оттенка. Этот лучше, этот более мустардный, этот уже в желтизну пошел. Вот если я вижу такую хорошую горчицу, всегда ее беру, потому что тоже всегда дает прекрасные результаты в очень многих сочетаниях. Почему еще эти цвета я называю базовыми? Потому что они дают сразу несколько цветосочетаний, которые всегда очень органично смотрятся, которые всегда приятны будут глазу. Из красных оттенков тоже сложно бывает, потому что хороший красный, глубокий, неяркий, сложно найти такой цвет. Вот в данном случае у меня есть такой винный вишневый, но он мне не очень нравится, то есть не совсем то, что я хотела. Мне больше нравится терракот, такой глубокий терракот, то есть смесь красного с коричневым больше. Вот этот недотерракот, но он у меня все-таки есть, не стала его никуда девать. Более яркие красные цвета слишком все-таки забирают на себя внимание. Даже вот новогоднюю коллекцию, которую мы с вами вязали и сейчас вяжем, все равно я там вам рекомендую более глубокий красный брать, чем яркий. И вот такой вот рыжий тоже люблю. Опять же, обратите внимание, это не оранжевый, а все-таки рыжий. Хорошо бы тоже, чтобы он чуть был, может быть, потемнее, но и так тоже ничего. Тоже посмотрим на примерах. Это все, что касается красных оттенков. И у нас остались синие оттенки. В синих оттенках тоже сложновато. Вот вам для примера показываю разницу в этих трех. Это яркий синий, такой очень часто можно встретить. Я его называю детским или морским, потому что, когда я его вижу, у меня часто сразу возникает ассоциация с какими-то корабликами, такими, знаете, как рисуют дети обычно. Кораблики в море, вот такой вот синий, очень яркий. Это темно-синий, очень хороший, глубокий. Может быть, кажется здесь, что он черный, но на самом деле темно-синий. Неви, он часто называется в разных палитрах. И это, не знаю, как его определить, я не знаю, может быть, это петроль. Но петроль, по-моему, чуть потемнее, но ничего. То есть это не голубой. Вот здесь видно, да, что он не голубой, он поблагороднее все-таки. Вот обычно два таких оттенка у меня есть. Этот у меня просто для примера, тоже вам в образце покажу, как он себя ведет. Вот и все. Вы спросите меня, почему же здесь нет желтого, красного, ярко-зеленого и какого еще мы забыли, там, фиолетового, фиалкового, еще какого-то цвета. Эти цвета для меня не базовые, потому что в цветосочетаниях они ведут себя слишком агрессивно, и там уже сложнее их обуздать. То есть приходится привлекать какие-то другие оттенки, чтобы сгладить эту яркость. Яркость мне такая не нужна, мне нужно более сглаженное полотно, чтобы оно привлекало внимание, но не перетягивало на себя. Поэтому у меня именно такие цвета. Давайте теперь посмотрим на те цветосочетания, которые я с помощью этих оттенков всегда делаю очень быстро. То есть это тот случай, когда я понимаю, что мне хочется связать какой-то интересный узор, и про цвет задумываться не хочется, и на этот случай у меня есть прям шпаргалки конкретные, я точно знаю, что с этими цветами будет все хорошо. Возьмем молочный. С молочным цветом очень хороши, как вы понимаете, все из моих цветов, любые. И темно-серый, безусловно. Тут и контраст хороший, и при этом каждый из этих цветов будет гармонично смотреться мягко. И серый, который ближе к коричневому, конечно. И, разумеется, коричневый. И, конечно, темно-зеленый. Очень хорошее сочетание. И, конечно, горчица. И травяной. И рыжий. Уже немножко на грани, но все равно хорошо. Сюда бы вот еще коричневый добавить для немножко такого утяжеления этой пары. Будет вообще классно. И даже винный, но опять же, из-за того, что это винный, а не терракот, я бы сюда еще какой-нибудь добавила потемнее, возможно, вот серый, чтобы немножко, опять же, уравновесить эту пару. И, конечно, темно-синий, обожаю сочетание.
И даже петроль, но в этом случае к ним двум тоже, чтобы немножко снизить эффект, я бы добавила какого-нибудь, да, вот, например, такого. Немножко их как бы уменьшить их влияние друг на друга. То есть с молочным любой прекрасно будет. То же самое с серым, как вы понимаете, только не слишком темный. То есть серый с травяным здесь уже могут быть проблемки, потому что мы с вами вяжем часто жаккардом или мозаичным вязанием крючком, там нужен контраст, а здесь они слишком два темных, чтобы в нужный момент дать нужный требуемый контраст, поэтому серым я люблю горчицу, естественно, ну и, конечно, там с более светлым серым горчицу отлично. Серым я, конечно, люблю рыжий. Если есть терракот, лучше терракот, но и винный тоже хорошо. Ну вот про темно-зеленый, опять же, зависит от светлого оттенка. То есть посветлее берем серый, тогда темно-зеленый будет красиво. С коричневым, ну такое, ну не знаю, вот именно эта пара, ну беру, но не часто. Со светло-серым могу взять темно-синий, еще тоже бывает красиво. Так, с этим понятно. Значит, теперь остальные цвета. Из моих любимых рыжий, темно-зеленый. И если сюда еще добавить, ну то есть можно и так, и еще если добавить такого грязного молочного, будет очень красиво. Но молочного чуть поменьше по отношению к ним двоим, то есть как отделочный какой-то, как бордюр, будет очень красиво. С рыжим серым понятно, уже было у нас сочетание. Обязательно горчицу с темно-зеленым люблю. Люблю синий. Тоже уже, по-моему, мы составляли, да, с таким грязно-молочным. И даже с петролью. Очень люблю травяной с грязно-молочным. Иногда к ним добавляю рыжий, но лучше, если он будет все-таки потемнее чуть-чуть. Ну, то есть вы видите, да, что эти цвета действительно очень просты в вот этой комбинаторной моей системе. Они не сильно давят на пару, в которой они состоят, и поэтому очень просто составлять все эти сочетания. Давайте теперь посмотрим на примерах, как может выглядеть тот или иной цвет. Вы знаете, что в мотках это одно дело, а потом, когда мы смотрим в полотне, иногда мы можем получить неожиданный результат. Неожиданный и в хорошем смысле, и в не очень. Поэтому давайте посмотрим, как это может быть. Итак, вот у нас первый пример. Какие цвета мы здесь видим? Коричневый, светлый молочный, синий. 3 цвета. Но видите, как глазу приятно. Почему? Потому что это коричневый, такой очень, вот как раз грязновато-молочный, вот этот вот. Но при этом синий не темный, потому что коричневый темный, грязный молочный тоже такой не яркий, а это петроль уже. И здесь это петроль немножко вытягивает рисунок, и получается очень гармоничное сочетание. И заметьте, что петроля мало по сравнению с коричневым и светлым, ну, меньше. Поэтому получается очень красиво. Так, ну здесь у нас такое очень сдержанное и при этом не нежное полотно, потому что оттенки цветов сглаженные, такие прям совсем рустикальные. Это у нас горчица, но не совсем, и темно-зеленый, но не совсем, потому что он переходит в коричневый. Это, как вы могли уже догадаться, дундага. Действительно очень красивые переходящие оттенки, но я вам взяла показать этот образец ровно для того, чтобы вы увидели, как неяркие цвета действительно играют в полотне. Я называю такие цвета умными цветами. Они действительно заставляют взгляд притягивать, но не отталкивают его. То есть вы не чувствуете, что вам бросают в глаза какие-то оттенки, вам, наоборот, хочется это полотно рассматривать. Классический пример, один из моих любимых, горчицы плюс зеленый, темно-зеленый. То есть это как раз вот этот вот оттенок и вот этот. Они дают нужный контраст, и при этом у вас нет ощущения желтка в глазах. То есть очень сдержанная горчица и очень приятный темно-зеленый. Предваряя ваши вопросы, все эти узоры или подобные им мы разбирали уже не раз на моем канале в YouTube. Вы можете найти видео. Есть целый плейлист, который называется «Мозаичное вязание для новичков». Там есть разные узоры, на которых мы тренировались. Отсюда, собственно, эти образцы и есть. Вот вам, пожалуйста,
Светлый оттенок и серый оттенок. Серый, светло-серый. Светлый оттенок – это молочный, такой вот грязноватый. То есть это буквально вот этот и вот этот. И что было бы, если бы здесь вместо них был вот такой белый цвет и там, я не знаю, вот такой вот серый, вы понимаете. То есть здесь было бы очень кричащее такое полотно, здесь оно сдержанное и очень такое взрослое, гармоничное. Здесь опять молочный, но посветлее, он с легким блеском, и темно-синий. И темно-синий, этот молочный, немножко придавливает, и получается вполне чуть ярче, чем вот этот, например, образец, да, но вполне имеющий у меня место быть, вполне гармоничное сочетание. Мне здесь нужен был больше контраст, поэтому я выбрала более светлый молочный оттенок. Ага, здесь на этом образце можно посмотреть разные оттенки синего. Здесь, ну, вам плохо, наверное, будет видно, здесь совсем темно-синий, здесь другого оттенка темно-синий. Здесь этот темно-синий переходит как раз в петроль. И на фоне у меня светло-серый. Здесь на фоне горчица, здесь опять светло-серый. Это как раз был такой учебный образец, чтобы продемонстрировать, по-моему, в книге я его снимала, чтобы продемонстрировать, как разные сочетания себя ведут. И здесь они нравятся мне в целом все. То есть и петроль с серым, со светло-серым, и темно-синий со светло-серым. Здесь я хотела проверить, достаточно ли контраста. И горчица с темно-синим, беспроигрышно всегда. И такой вот еще один оттенок синего, который переходит уже в графит, со светло-серым тоже прекрасный результат дают. Ну, вывод простой, ярко-синий не берем, потому что ярко-синий уложить с разными цветами будет гораздо сложнее. Здесь пример, пожалуйста, с рыжим и его сочетанием. Одна из моих любимых пар – это рыжий молочный. И здесь, опять же, можно посмотреть, если вы хотите использовать рыжий еще с кем-то другим, то вот очень хорошо смотрится рыжий с серым молочным, и это темно-синий. Это узор, имитация жаккарда с помощью мозаики. Такие вот ромбы, то есть можно подумать, что это связано с жаккардом, на самом деле это мозаичное вязание крючком. Это узор из книги «Вязаный дом». По-моему, мы в YouTube тоже его разбирали, уже не помню. Но сейчас мы смотрим на цветовые сочетания, посмотрите, как прекрасно, гармонично все это выглядит. Классический вариант рыжего с молочным. Тоже узор есть в YouTube у меня. Ну вот сразу на контрасте вы можете видеть ярко-красный. Это красный не винный, а поярче, он более классический. Ну вот сразу навевает такое новогоднее праздничное настроение, потому что мы видим классическое сочетание белого с красным. Но это молочный и все-таки ну, чуть темнее, чем классический красный, чуть-чуть. А был бы еще потемнее, я бы взяла лучше еще потемнее. Здесь нужен был контраст, Новый год, красота, вот, поэтому был выбран именно такой вариант. Тоже эта снежинка есть у меня на YouTube. А вот это мною обещанный вариант как раз с этой парой. Ярко-синего и ярко-белого вот это вот. Сейчас я вам для сравнения, что у нас тут еще синего было, покажу. Вот, например, другой, да, другая пара. Здесь синий-белый, здесь синий-белый. Разница на лице. И где-то у нас еще был с вами, да, и вот здесь. И здесь у нас как бы синий со светлым. Видите, какая разница? То есть вы должны понимать всегда, какую цель вы преследуете. Нужен ли вам такой контраст, когда оба у вас солисты в дуэте, и синий, и белый, они спорят, кто из них важнее. Или вам нужно их чуть-чуть приглушить, и вы берете оттенки чуть пониже. Или вы берете вообще светлый, совсем уже в серый цвет, да, а не в белый. Все зависит от ваших желаний, от ваших целей. Но повторю, что я предпочитаю все-таки вот такие сглаженные варианты, чем такие яркие. Надеюсь, что вам были полезны мои советы. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие, на ваш взгляд, базовые цвета в интерьерном вязании важны, какие цветосочетания вам больше нравятся. Может быть, вам нравится не горчица с молочным, я не знаю, там, а поярче красный с желтым или еще какой-нибудь. Напишите, какие цвета вы прежде всего берете в магазинах, какие цвета вам сложно найти бывает. Ну вот я уже сказала, что мне бывает сложно найти красную палитру подходящую, вот какой-нибудь кирпичный. Бывает найти очень сложно, и в зеленых оттенках тоже мне всегда
нелегко найти вот такой вот темно-зеленый цвет или травяной. Вот. Но, может быть, в вашем городе найти такие цвета гораздо проще. Вот. В общем, интересно будет с вами про пряжу поболтать. Спасибо большое, что посмотрели. Как всегда, приятного вам вязания. Будьте здоровы. Пока-пока.